Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео мы рассмотрим глобальный потоп 17 века и его последствия для Дальнего Востока, потому что так как потоп был глобальный в те времена, то и последствия должны быть глобальные. Поэтому мы попытаемся в этом видео показать те факты, которые показывают, что катастрофа как раз началась на Дальнем Востоке современного мира или современной России, и какие последствия она принесла. В предыдущих видео я вам уже показывал эту карту. Это карта Келлера 1590 года. Она очень интересная, потому что там показан Дальний Восток современной России, причем заселенный. Причем на нем существует долина пирамид императоров, которую я нашел и показал. На нем существует самый большой город древности. И на нем отсутствует сегодняшнее Охотское море. И все эти факты мы постараемся рассмотреть в этом видео и показать, что же там произошло. Ну а для тех, кто первый раз смотрит, рекомендую посмотреть мои наработки, которые называются «Глобальная катастрофа 17 века. В России найдена долина пирамид императоров». Ссылки, как всегда, под видео. Там еще больше материалов по глобальной катастрофе 17 века, что мы потеряли, какие были изменения. Но там я не рассматривал глобальные изменения именно Дальнего Востока, чем мы сейчас и займемся. Потому что самый большой город древности на той же карте Келлера, Кумрай он называется, Кинзай, как бы он ни назывался, но сам факт, что он стоит на большом, скажем так, озере, на огромном просто. К нему подходит 3 реки. Он является самым большим городом, которому около 400 лет назад так было. А сейчас мы его почему-то не видим. Так где же он располагался и, по крайней мере, что там было? Вот как там описывается, это же на карте Келлера. Кинзай, метрополис Восточной Азии. Пожалуй, самый большой в мире город на тот час. Марко Поло описывает, что он имеет 20 тысяч каменных мостов, таких высоких, что даже большие суда могут пройти под ним. Этот город принадлежит великому Хаму, или Хану, имеет большое количество охранников, каждый мост охраняет по 10 охранников, не смыкая глаз. Богатые граждане, особенно женщины, любят ходить в термы, в бани, коих тут великое множество. Иные составляют до 4 верст в окружности. Бани эти самые лучшие и просторные в свете. Великолепно украшенные, за раз тут могут мыться 100 человек. Все дороги у них вымощены камнем. Однако, чтобы пересечь весь город, вам потребуется лодка. Неплохое описание для самого большого города прошлого. Вот мы его еще видим на карте Монте Урбано 1587 года. Она показывает не просто самый большой город, она вообще весь мир на тот момент показывает. Но если мы возьмем как раз Дальний Восток, мы видим, что этот город находится за Китайской стеной. Вот эта стена. То есть он не находится, никогда не находился на территории современной России, но он находится на территории современного Китая, но в свое время он принадлежал великому хану, то есть тоже был частью единой империи. То же самое мы видим в Дальний Восток современной России и не видим здесь никакого Охотского моря, о чем мы дальше посмотрим. Мы видим здесь все судоходно, он вверху кораблик плывет, пускай даже летом, но по крайней мере судоходный. Северный путь морской. Здесь расположен полюс, необычные животные, города в Америке. То есть жизнь бьет ключом на этой карте, показано много информации. Это конец, получается, 1587 год. То есть конец фактически 16 века. Что мы видим? Давайте посмотрим, что мы видим сейчас. Вообще сейчас этого города, как вы понимаете, давно нет. Но где бы он мог располагаться? Вот это карта Google Земля. Вот я тут Великую Китайскую стену поставил отметку. И что мы видим? Из всей береговой линии есть одна большая такая лагуна. Скажем так. Вот давайте на нее более подробно и посмотрим. Потому что и реки здесь собираются.
которые подходили к Кинзаю, их было две основных реки. Остальная береговая линия не очень-то сильно изменилась, и, честно говоря, не видно такого большого места для гигантского города. Тем более за стеной, то есть он где-то на этой территории. Давайте посмотрим поближе. Вот это место в современном мире, вот координаты его, кому интересно. Ну, вот я его померил. Это примерно 90 километров, потому что... То есть 90 километров в длину и 90 в ширину. Вот сюда подходят эти реки, вот одна, вот вторая, может даже какой-то приток и третий был. То есть очень похоже, что здесь располагался этот гигантский город. Но, как вы видите, на сегодняшний момент его нет. Нет даже практически никаких следов его гигантизма нет. Но что есть? Вот красной линией я отметил. Это воронка. Есть воронка диаметром в 60 километров. Что такое 60 километров? Ну это, наверное, миллиард тонн в тротиловом эквиваленте. То есть просто это гигантские цифры. В Советском Союзе использовали 50 мегатонную бомбу. А здесь эта бомба, ее, наверное, раз в 20, 40, а может еще больше, была применена для того, чтобы уничтожить этот самый большой город. Был ли он уничтожен потопом? Честно сказать, трудно сказать. Пока трудно сказать. Почему? Потому что это все-таки теплые страны, здесь быстро растет растительность. Здесь нужно проводить, конечно, геологические исследования в этом районе, чтобы понять, был ли здесь ядерный или удар какой-нибудь энергетически сильный, потому что это за воронка? А это фактически след от воронки, непонятно. Но сам факт, что присутствует место расположения гигантского города прошлого, присутствуют гигантские воронки и присутствуют гигантские остатки инфраструктуры, которые чудом выжили после тех событий. Тот же Кадычанский, рекомендую всем обратить внимание на его статью тоже. Как раз в этом месте и нашел, скажем так, остатки огромных сооружений древних каменных. Но я все-таки считаю, что вот это были пригороды, скажем так, этого гигантского города. То же самое, как и сейчас в Китае. Обратите внимание, здесь же сейчас находится Шанхай, самый большой портовый город мира. То есть, как говорится, история опять повторяется. Здесь же Кадычанский нашел огромные пещеры, из которых добывался этот камень, на основании которого строился этот город. И же эти две реки, которые подходят к этому городу, показывают, что это как раз и есть то место, обозначенное на картах. И по прошествию сотен лет опять то же самое происходит. Опять возрождается инфраструктура вокруг. Опять здесь самые крупные города Китая современного расположены. То есть все факты указывают, что это действительно то место, где этот город раньше стоял и где его сейчас нет физически. То есть вот это место самое перспективное для исследований на факты именно глины, на факты ударов и на факты затоплений. Вот эти как раз пещеры рядом с этим городом, где этот камень добывался и шел на строительство всех этих каменных мостов, зданий. То есть множество фактов, которые показывают, что да, там был раньше город, но сейчас его нет. И нет его давно. Хотя на его месте в наше время существует самый большой город, не столица мира, причем портовый. Причем на современной карте это фактически такая точка небольшая, а там еще место и место, то есть там целая концентрация огромных городов. Поэтому и в прошлом мог этот город существовать. Вот обратите, подходят эти три реки. Фактически это две основных реки и одно русло. Вот он существует как огромное озеро. И фактически я считаю, что мы нашли это место. Он находится в современном Китае, рядом с Шанхаем, в районе Шанхая. Друзья, вы знаете, что я давно сотрудничаю с брендом Synthesit. И главный продукт имеет фантастические свойства, подтвержденные исследованиями известных ученых и НИИ, и отзывы сотен потребителей, среди которых также есть известные люди. Однако хотел бы обратить ваше внимание, что у них также есть большая линейка различных добавок, которые хорошо показали себя в сочетании с синтезитом.
Например, синтезит сердца-сосуды с куркумином. Он имеет мощнейшее противовоспалительное и антиоксидантное действие. Синтезит иммуноактив с водорослью фукус, которую называют секретом японских долгожителей. Синтезит суставы и синтезит коллаген. Отличные препараты для профилактики проблем с суставами. Все эти продукты можно купить на сайте Синтезит или на маркетплейсах. Но в чем проблема? А проблема в том, что уже к концу 17 века он пропадает с карт. Никакого города, обратите внимание, Амстердам, 1686 год, никакого гигантского города уже здесь нет. Никаких упоминаний, никаких карт, месторасположений, нет ничего. Таких карт не одна, вот Лондон 1703 год, ничего подобного здесь нет. Ну, может, вот залив остался, но никакого города здесь не просматривается. Никаких описаний, что существует какой-то самый большой город мира. Его нет, он пропал. Он пропал со всех карт уже в концу 17 века. То есть что-то произошло в середине 17 века, что очень хорошо укладывается, по крайней мере, в то, что я нашел, в те факты. И он пропал окончательно и бесповоротно, но начались чудеса с Дальним Востоком, потому что карты какие-то непонятные, какие-то промои, какие-то отсутствующий город, я же говорю, начались чудеса у картографов древности. Они стали забывать недавние очертания этих мест. И Каспий изменился, ну, как всегда. То, что я показывал в предыдущих видео. Так что если самым большим городом прошлого мы разобрались, где он находится, его место расположения, то возникает вопрос, а Охотское так называемое море сегодняшнее, оно когда появилось? Миллионы лет назад или 400 лет назад? Почему я это говорю? Потому что, опять же, на тех же картах Монте-Урбана никто не знает про огромные водяные просторы в этом районе. Знает про города Тардар, Магу, знают про гигантский город, все судоходно. Но нет никакого Охотского моря. Опять же, та же карта Келлера, 1590 год. Я же, самый большой город мира знают. Административные центры Тартар и Могол знают про долину пирамиды императоров, но никто не знает про Охотское море. Его нет. Его физически здесь нет. Вот еще одна карта, 1595 год. Никто не знает про гигантские морские просторы, которые мы сейчас называем Охотским морем. Никто. Ну, можно сказать, европейцы неграмотные, поэтому давайте посмотрим китайского производителя карт. Он же все-таки знает, карта 1604 года. Но они должны знать свой регион, где живут, рядом. Мореходы, торговля. Да, должны. Они даже про Дарию знают, они про Америку прекрасно знают, но они не знают про Охотское море. А где оно здесь на карте? Его нет. То есть обвинить европейцев в неграмотности и сказать, что это дикий регион, нет, это дикий, это регион торговли. Так что сказать, что они ничего не знали, если они знают про Дарию, то как они не знали про Охотское море у себя под носом, которое Камчатским раньше называлось. Таких карт начало там, конец 16-го, начало 17 века, где никто не знает про существование Охотского моря, их множество. Здесь показаны города, поселения, реки, но нет этого огромного морского простора. Ну, 1630 год, Амстердам. Никаких Охотского моря здесь не предвидится. Тоже 1686 год. Они все еще слабо понимают, есть ли здесь какие-то морские просторы. Хотя к этому времени, я считаю, они уже там появились. Просто ребята перепечатывают карты древние. Вот и все, как говорится, чтобы не менять информацию, когда она точно неизвестна. Плюс того же города древнего, самого большого, его нет. Ни на какой карте уже. Ну вот приходит 1703 год, Лондон карта. Опять мы видим, что какие-то непонятные морские просторы, никаких Охотских морей не показано. Но уже начинают они более точно что-то изображать. Что там какие-то появляются участки суши с какими-то промоями. Опять же карта Париж, 1704 год, все авторы указаны. Тут вообще какие-то чудеса. Суша промыта, промыв доходит чуть ли не до самой Японии, до Японского моря. Но еще не видно Охотского моря. Вот оно еще не появилось. Они тут сушу связывают в единый континент, никаких промоев нет. Хотя, я думаю, они уже были, просто они не могли попасть и точно описать этот континент. Почему? Да потому что он им еще был неизвестен.
Вот тот же Аусбург, 1710 год, все, что, грубо говоря, за горами, где Дальний Восток современной России расположен, им неизвестно, они его не рисуют даже. Мы такие чудеса видели и на Северной Америке, когда они помнили очертания, и тут сразу у них память, как говорится, отшибла, и забыли. Помнил, но забыл. Ну, бывает такое, что делать. То же самое вот здесь территория в едином континенте находится, по их мнению. Нет никакого какого-нибудь промоя, куда можно попасть в Охотское море. То есть, а это ведь уже начало 18 века. А у них какие-то чудеса с картами, с плохой памятью, с плохими очертаниями континента, причем именно того, где и разразилась эта основная катастрофа, что мы и посмотрим. И только на карте 1744 года из Нюрнберга, немецкая карта, мы уже начинаем видеть какие-то очертания, появившиеся более-менее понятные Охотского моря. Хотя, например, здесь еще нет прохода почему-то. Может, не точности, все может быть, потому что все-таки очертания к тому моменту только-только стали более-менее понятны. И уже, грубо говоря, с середины 18 века они более-менее начинают, более-менее адекватные очертания, близкие к современному Охотского моря. Тогда оно, по идее, называлось Камчатским морем. И это только, я говорю, середина 18 века. До этого вы видели, что 200 лет назад у них не было никаких проблем. Все было едино. А здесь какие-то проблемы у них перед ними встали. И только к середине 18 века они более-менее определились, что же тут за чудеса. Суши. Я считаю, что часть карт просто убрана. Мы просто видим те карты, скажем так, что прошли цензуру. И только вот на карте Йогана Майкла Пробса 1783 года нам более-менее показали, что же там произошло. Потому что вы видите вот эти горы, затопленные деревья поломанные какие-то. То есть огромная территория затоплена, превращена в болото. Поэтому они не могут исследовать физически. Физически не могут, вот они начинают какие-то проходы Камчатки, но никакой даже на этой карте Камчатки нет. Хотя она, скорее всего, просто перерисована с более ранней. Видим, что уже Каспий изменился, другие тут изменения произошли, которые я вам покажу в других роликах, чтобы не перегружать вас. И видно, вот кувшинчик, из которого идет вода, и затопленные сопки и деревья, которые погибли. Показано затопление этого региона. Вот что показано. Уже к концу 18 века более-менее адекватные карты они рисуют. Уже рисуют, что эта суша не соединена с материком, что уже есть проход в Камчатское море, которое мы сегодня знаем как Охотское. Я же говорю, только к концу 18 века карты этого региона становятся более-менее адекватными, устоявшими, которые показывают, что здесь образовалось огромное море, морские просторы, которые, по моему мнению, еще 400 лет назад были сушей. Вот тот же уже Париж, начало 19 века, более-менее все сформировался. Этот регион, как говорится, вода устоялась, там, где ее раньше 400 лет назад не было, и уже мы видим более-менее адекватные там. Хотя мы не видим уже и самого крупного города древности, не видим Тартар-Магу, долину пирамид императоров, которую я показал, то видео, на которое ссылки вам даю, ничего этого нет. То есть я считаю, что все это образовалось как раз в результате той катастрофы, которая произошла 400 лет назад. Вот это море Охотское, уже все, уже середина 19 века, и уже более-менее адекватная, точная карта этого региона. Тут даже показывается, почему это море Охотское дальше не пошло. И горы, какая-то горная цепь им помешала. Иначе бы они распространились дальше. Я думаю, как говорится, затопило низины. Да, затопило низины, и образовалось вот этот огромные морские просторы, которые мы с вами знаем сейчас как море Охотское. По моей реконструкции, как я вам говорил в предыдущих видео, здесь находился Северный полюс. Его держала долина пирамиды императора. Вот он, и когда нанесли, опять же, энергетический удар по этой долине пирамид, Северный полюс был сорван, утонула Даария,
И Дарья как раз выдавила из-под себя эти водные массы, которые пошли на наш северный континент, да и на Северную Америку, что я вам еще в другом видео и показывал, и буду показывать, потому что фактов множество оказалось. Вот мы видим эти реки, скажем так, из глины, которые идут с Северного океана, так называемое Охотское море. Вот они даже с большой высоты они видны. Вот эти глиняные реки. То есть потоки воды сюда шли. Они смывали все на своем пути. Вот я вам показываю этот Камчатский край. Я показывал, что горы целые, а внизу в долинах они как разбомблены. На самом деле не разбомблены, а это просто выход газа от погибших животных, растений, рыб, что перегнивает, образуется метан. Вот он взрывается при теплой погоде летом. И все эти места прохода этого потока селевого водяного мы можем наблюдать и сегодня на современных картах Google. Можете посмотреть. А то, что не было, то, что было, как говорится, горами, оно целое, никаких верхних ударов по нему не было. Все стоит в целости и сохранности. Только низины пострадали и промыло их. Вот, по-моему, вот эти следы коричневые. Следы глины и потоков, которые шли сверху, не снизу. Оно все это затопило эту низину, промыло. Здесь тоже и соединилось с океаном, что дало дополнительный еще приток воды. И в итоге устоялась, образовалась такая огромная территория, заполненная водой. Ну, по моему мнению, вот эта граница, вот она граница, она была 400 лет назад. То есть 400 лет назад ничего этого не было. Вот эта граница, можете на современных картах даже посмотреть. То есть это все промыло 400 лет назад. Все остальное это было суша. Конечно, сколько здесь находилось городов, людей, это можно только предполагать. Но факт остается фактом. Охотскому морю не более 400 лет. А в том, что я прав, показывают вот карты еще как раз начала 18 века, когда они тоже считали еще, или по старой памяти, что все это единая территория. Вот обратите внимание. Вот та старая карта, а вот мое предположение, что вот оно было вот так. Опять же, по береговой линии. Промыло, затопило и опять промыло. Все, образовалось море. И они так считали, что раньше было вот так. Даже на середину 18 века они все еще давали приблизительные очертания того, что было лет 400 назад. То есть, хоть оно уже и затоплено, но видно по этим картам, как оно было. И как его промыло, затопило, в результате образовался новый водный бассейн, который сегодня называется Охотским морем. А раньше была чистая территория Тартарии, которая получила самый главный удар. В первую очередь по затоплению тоже. Вы спросите, а зачем это нужно знать? Ну, какая-то информация, может правда, а может нет. Это нужно знать для того, чтобы решать, например, те проблемы, которые считаются неразрешимыми сегодня. Которые мы, как говорится, получили в дар от природы, наверное. А я говорю про полюс холода. Это не дар от природы. Скорее всего, те же 400 лет назад его там не было физически, потому что была совершенно другая жизнь на этих территориях, совершенно другие количество людей, животных, растений там обитало. А раз так, значит это искусственное образование. А раз оно искусственное, значит в способностях разумного человека его удалить и восстановить, сделать пригодными для жизни огромные территории. И убрать это негативное влияние в результате холодных очень зим, непроходимого северного пути морского. И восстановить, и дать возможность восстановиться огромным территориям. И убрать негативное воздействие, которое оказывается и сегодня на те территории, которые мы привыкли называть европейская часть России. Ну и знать, что происходило в прошлом, потому что тот, кто знает прошлое, тот может построить свое будущее с учетом тех ошибок, которые были допущены. Ну, а все ссылки на представленные материалы под видео. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео.
Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.